Всем привет! Каждая улица – это частичка города, без которой невозможен Харьков. Но есть улицы особые, где каждое здание – это страница харьковской истории. Одна из таких улиц – Полтавский шлях, которая соединяет центральную часть с Холодной горой и Залютино. А в 19 веке улица выступала Харьковским Бродвеем, где жила городская знать и кипела культурная жизнь. В самом начале улицы Полтавский шлях можно увидеть великолепный особняк. Здание под номером 1 бросается в глаза своей красотой. В 1869 году на этом месте находилась Харьковская палата уголовного и гражданского суда и камера губернского прокурора. Нынешнее здание построил в 1879 году советник Буркевич по проекту известного и дорогого в то время архитектора Томпсона. Позже дом перешел во владение горного инженера Иванова. На втором этаже располагался офис резинотехнической фирмы «Проводник». А еще когда-то на первом этаже был кинотеатр, назывался он имени Карла Маркса. А до этого был кинотеатр «Миньон». Друзья, я хочу вам посоветовать подписаться на один крутой канал. Называется «Другой взгляд». Канал «Другой взгляд» – это возможность увидеть жизнь в Украине такой, какой она есть на самом деле. Посмотрите по-новому на мир вокруг нас, на историю и еще многое другое. Канал «Другой взгляд». Ссылка на канал в описании. История улицы Полтавский шлях начинается еще в конце 18 века, когда от Харьковской крепости, располагавшейся на месте современной университетской горки, проложили дорогу на Полтаву. В это же время началась постепенная застройка территории за рекой Лопань. Так Полтавская дорога, как она тогда называлась, стала центральной осью возникшего района Залопани. Дом номер 3, который перед вами, бывшая городская усадьба купца Кузина. Корпус на углу улицы и Клубного переулка построен в конце 18 века, предположительно архитектор Ярославский. Более его низкая часть в 1830-х годах, предположительно архитектор Васильев. За более чем 300-летнюю историю своего существования улица 5 раз меняла свое название. Все они, за исключением употреблявшегося в 20 веке имени большевика Свердлова, образовывались от названий украинских городов. Полтавская дорога, Новороссийская, Екатеринославская, Полтавский шлях. До круглого сквера на северной стороне улицы располагались деревянное здание первого в Харькове оперного театра, в наше время не сохранилось, здание бывшей гостиницы братьев Руфер «Россия» и старейший в городе кинотеатр «БМР», которому ныне возвращено историческое название. Инициаторами открытия кинотеатра выступили французы, братья БМР. На первом этаже размещался кинозал, рассчитанный на 380 мест, а на втором этаже зрители, ожидающие сеанс, могли послушать оркестр. Полтавский шлях – прежде всего дорога, ведущая от крепости, а в дальнейшем города Харькова, в сторону центральных регионов Украины, на Полтаву. С конца 18 века на Екатеринослав, или как он непродолжительное время назывался Новороссийск, современный Днепр. Полтавским шляхом улица стала в 1996 году. Современное название призвано напоминать горожанам о первоначальном наименовании и истории данной улицы. В доме под номером 10, который сейчас перед вами, лишь недавно прекратила свою деятельность 20-я аптека. Номер она получила в советское время. Это одна из первых в городе, пользуясь терминологией Боголея, вольных аптек. Вольная означает коммерческая. Основал аптеку в 1919 году некто Фидлер. Он же был и первым владельцем дома номер 10, построенного в 1828 году. По Полтавскому шляху 14 расположено пятиэтажное здание, увенчанное шатром сложной формы. Это гостиница «Москва». Архитектор Покровский, 1913 год. Строение, воплотившее лучшие черты Харьковской школы модерна. В настоящее время здесь отделение банка и офисы. Увидев панораму улицы Полтавский шлях в начале 19 века, современные харьковчане сильно бы удивились.
Болотистая местность, цепь небольших озер вдоль дороги, многочисленные левады. Сказывалась близость реки Лопань. Для того, чтобы в осенне-весенний период подняться на холодную гору, дорогу покрывали хворостом. Да и собственно въезд в город осуществлялся длительное время не по Екатеринославской улице, а по Конторской. Уже во второй половине 19 века улицу замостили камнем, что значительно облегчило проезд транспорта и движение пешеходов. За перекрестком с улицы Рождественской по нечетной стороне под номером 9 стоит бывший доходный дом. Середина 19 века, архитектор неизвестен. Некоторое время в нем работала гостиница «Ялта». Сейчас это жилое здание. Ну а рядом, в жилом доме номер 11 в начале 20 века размещалась гостиница «Бельвю». Сейчас это административное здание. Но оно очень красивое, давайте им полюбуемся немножко. Под номером 13 бывший двухэтажный усадебный дом купца Павлова в стиле русского классицизма, 1832 год, архитектор Тон. В 1875 году его расширением занимался архитектор Данилов. До 1917 года в этом доме работала еврейская гостиница «Эпштейн», а ныне это также административное здание. А это здание под номером 18 узнают многие. Харьковский областной театр для детей и юношества. Он построен в 1887 году частично архитектором Томпсоном, а частично Покровским. В 1915 году было сооружено небольшое здание театра «Миниатюр». В 1920 году здесь открылся первый в Харькове театр для детей. В 1944 году его перевели во Львов, а в здании с 1949 года начал работать областной музыкально-драматический театр, на базе которого в 1960 году создан Харьковский театр юного зрителя. Ныне, как я уже сказал, Харьковский областной театр для детей и юношества. Ну и возле театра в скором времени появится новая локация под названием «Скверы мыслителей» с большой скульптурной композицией. Вот как раз, так сказать, в режиме онлайн мы можем с вами наблюдать, как работают над сквером мыслителей. Дом номер 22 по улице Полтавский шлях, 1910 года постройки, архитектор Корниенко. В этом доме в ранний советский период работал клуб Союза мест автотранспорта. В небольшом двухэтажном доме номер 24 в конце 19 века был театр миниатюр Сарматова и ателье известного харьковского фотографа Иваницкого. А этот высокий дом под номером 17А был построен в советское время, и первый этаж в нем занимал магазин научно-технической книги. А рядом с ним дом номер 17 принадлежал статскому советнику Алферову. В 1869 году начала работать Харьковская городская дума. В 1891 году архитектором Загоскиным построен доходный дом номер 26, который перед вами, для купца Хлебникова. В советское время здесь размещался, пожалуй, единственный в то время в Харькове магазин химреактивы. Давайте зайдем в арку и посмотрим, что у нас там интересного во дворе. Выйдя из все той же арки, наше внимание привлекает жилой дом номер 19, который до революции принадлежал Монаковой и был надстроен на один этаж по проекту архитектора Гинча в 1889 году. А жилой дом номер 21, построенный в середине 19 века неизвестным архитектором, сейчас занимает офисы и ломбард. Кстати, еще из интересного про улицу Полтавский шлях: из-за абсолютно прямого направления Екатеринославская в 19 веке называлась не улицей, а перспективой. Если в 18 веке здесь селились преимущественно крестьяне и обедневшие горожане, то в первой половине 19 века среди населения Екатеринославской улицы уже не увидишь городской бедноты.
Дома здесь начинают строить преимущественно купцы, чиновники, дворяне и даже генерал-губернатор. В этом районе возникают конторы, банки и различные заведения. Квартиры на Екатеринославской улице снимали также преподаватели и профессора Харьковского университета. Среди наиболее известных обитателей улицы также известные украинские художники Василий Ермилов и Борис Карасев. А с этим огромным доходным домом под номером 31 связана любопытная история. Когда возводился дом страхового общества «Россия» или Дворец труда, находившиеся там прежде небольшие дома разобрали на кирпич. Именно из этого сэкономленного кирпича и было построено здание доходного дома. В результате подрядчики положили себе в карман огромные суммы денег, а сам дом был отреставрирован в районе 2007-2008 годов. Между примыкающими к Полтавскому шляху улицами Дмитриевской и Малиновского под номером 44 находилась одна из красивейших церквей Харькова – Свято-Дмитриевская. Эта однокупольная церковь в классическом стиле была построена в 1808 году архитектором Васильевым. В 1842 году она была расширена за счет боковых пределов. В 1893 году церковь была перестроена архитектором Ловцовым, придавшим строению псевдорусский облик. Варварски изувеченный в 1930 году храм возвращен церкви и возрождается. Сейчас здесь действует Свято-Дмитриевский православный пасторский центр. А это бывший доходный дом номер 46, возведен в 1912 году по проекту архитектора Тимошенко в стиле модерн. Сейчас его занимают различные учреждения и организации. Дом номер 35. Бывший доходный дом начала 20 века, архитектор Харманский, 1910 год, принадлежавший до революции крупнейшему в Российской империи производителю резиновых изделий российско-американскому обществу «Треугольник». Это здание долго пустовало, пока вовсе не сгорело. Пару лет назад этот дом отреставрировали. Вообще, улица Полтавский шлях очень интересна своими архитектурными шедеврами. Здание, которое вы сейчас видите, жилой дом номер 43, в котором с 1890 года работает одна из самых старых в городе аптек. Сегодня она является учебной базой Национального фармацевтического университета. В застройке улицы Полтавский шлях сохранилось здание Залопанской пожарной части номер 3, одной из старейших не только в Харькове, но и во всей Украине. Трехэтажное здание части с высокой каланчой имеет весьма солидный возраст – 173 года. В 19 веке пожарная каланча на Екатеринославской улице являлась самой высокой смотровой площадкой Харькова. За все время своего существования здание не изменило своего функционального предназначения. Как и 2 столетия назад, здесь располагаются подразделения пожарной охраны, готовые в любой момент противостоять пожарам в городе. Перед нами памятник чернобыльцам-защитникам Отечества. Мемориал представляет собой установленный на постаменте большой треугольник, со всех сторон которого находятся списки тех, кто положил свою жизнь во время тушения Чернобыльской АЭС. Автор – скульптор Овсянников. Здание под номером 45 – районный суд Октябрьского района. Ранее здесь находилось здание международной таможни. До этого здание имело темно-серый цвет. Это огромное здание, бывший доходный дом Фельдмана и частная лечебница, был построен в 1913-1918 годах по проекту архитектора Эстровича. Дом закрепляет угол квартала и выполнен в стиле конструктивного модерна. Сейчас это жилой дом. А в этом двухэтажном здании, расположенном на улице Полтавский шлях номер 52, находится акушерско-физиологическое отделение 2-й городской клинической больницы, а чаще называемое попросту 2-й или железнодорожный роддом и гостиница.
На самом деле роддом здесь устроили гораздо позже, чем построилось это здание. И также это здание совсем не относилось к больнице. В 1877 году напористый купец второй гильдии Юлий Файнберг покупает здание, ранее принадлежавшее Палате государственных имуществ. За все годы, за все времена в этом здании каких только организаций не было. И каковой далее была судьба купца и его семьи, неизвестно. Однако в 1915 году здание передали в аренду военному ведомству, которое перевозило грузы по железной дороге. В советское время здесь располагалась гостиница «Первомайская», а в левом крыле здания первоначально был небольшой больничный пункт, который со временем стал роддомом. А это маленькое двухэтажное здание, которое сейчас перед вами под номером 57, бывший торговый дом 1906 года постройки. Сейчас здесь находится офис концерна АВЭК. Ну а это бывший дом быта «Центральный». В настоящее время бизнес-центр, занятый различными фирмами и расширенный торговым центром подземный город. Дорогие друзья, мы прошли только часть улицы Полтавский шлях от Сергиевской площади до Южного вокзала. В следующей части пройдем от вокзала до Военного института танковых войск. На сегодня все. До новых встреч в следующей части.